передаче, посвященной научно-техническому совету Единой энергосистемы России, я пообещал, что в обязательном порядке расскажу о его заседании, в котором мне посчастливилось принять участие, и которое было посвящено обсуждению концепции программы модернизации угольной генерации энергии. Вот только размышляя над продолжением темы, я пришел к выводу, что начинать сразу с рассказа о концепции преждевременно. Стараниями многочисленных сторонников декарбонизации и прочей зеленой плесени уголь в наших СМИ практически демонизирован. Ну, вы же его видели, он черный, пальцем потрешь, палец грязный. Как после этого прикажете рукопожимать человека со светлыми лицами? Но сопротивление требованиям тотальной декарбонизации в наших СМИ имеется, хотя и своеобразное. Про него просто почти ничего не пишут, за исключением ситуации с кризисом в нашей отрасли. Он не мог не привлечь внимания. Правительство уже утвердило программу поддержки угольной отрасли. Но чтобы понять, насколько действенным будет набор предлагаемых мер, стоит, мне кажется, начать с общего обзора. Кто таков уголь, как и где он используется, и почему кризис у нас не просто есть, а его не могло не быть. Разумеется, без претензий на истину в последней инстанции и в том объеме, насколько у меня хватит моих скудных знаний. По секрету, очень надеюсь, что после этого самопального вводного курса гостей в студии прибавится. Настоящих профессионалов отрасли у нас вполне достаточно. Тема угля настолько многогранна, что я даже не понимаю, с чего именно начинать. Наверняка в учебниках вся информация излагается в ином, в правильном порядке. Но мне кажется, что сейчас, после стольки лет откровенной демонизации угля как энергетического ресурса, начать придется с почти философских размышлений вслух. Все отрасли топливно-энергетического комплекса, связанные с добычей ресурсов, во многом работают на самую главную отрасль – генерацию тепловой и электрической энергии. Дизельные электростанции Арктики, Дальнего Востока и десятков удаленных месторождений обеспечивают наши нефтедобывающие компании, нефтеперерабатывающие заводы. Газо- и угледобывающие компании – газ и уголь для котельных и для тепловых электростанций. Статистики чисто тепловой генерации в России нет. В этом сокрыта некая государственная мудрость, неподвластная пониманию простым смертным. Но можно предположить, что именно установленная мощность угольных котельных и позволяет вот уже с десяток лет удерживать торговый баланс добывающих угольных компаний на уровне, который описывается волшебным словом «пополам». Около 50% добычи угля идут на внутренний рынок, столько же на экспорт. Теперь парочка простых вопросов, но с предисловием. По данным, имеющимся у ГКЗ, Государственного комитета по запасам, на сегодняшний день имеющихся объемов месторождения нефти при нынешнем уровне потребления хватит на 80 лет. Природного газа не менее чем на 100. А вот угольных запасов, даже если не проводить детальную разведку Ленского, Тунгусского, Таймырского бассейнах с их прогнозными триллионами тонн, не менее чем на 350 лет. Вопрос, разумеется, по-детски наивный. А что выгоднее использовать для генерации энергии у нас в России? То, что закончится раньше, или то, чего совершенно точно достаточно на несколько веков? Спрос на нефть, если опираться на анализ не бесконечных подразделений Всемирного информационного холдинга ОБС, один Bloomberg сказал, а на мнение профессионалов ОПЕК, стабильно растет, как растет спрос и на природный газ. Сейчас, в наши дни, в режиме онлайн. При правильно выстроенной налоговой системе углеводороды как были, так и способны давать весомый вклад в пополнение государственного бюджета. Уже 2 нефтеперерабатывающих завода в России вышли на 100% уровень переработки. И если позволит Центробанк и Минфин, нельзя исключать даже полуфантастические варианты строительства нефтехимических комплексов. Понимаю, что это звучит как нелепая утопия, но вдруг, а мало ли, произойдет чудо, и в России построят даже новый нефтеперерабатывающий завод. По секрету, я атеист, но иногда так хочется по-детски верить в чудо, вхождение по воде, в единорогов, в государственную поддержку развития нефтепереработки. Ходят слухи, что при капитализме спрос рождает предложение. А спрос на нефть, на нефтепродукты, на продукцию нефтехимии в мире растет. И его есть смысл удовлетворять, если это будет приносить пользу России в виде налогов и новых высокооплачиваемых рабочих мест. Аналогичные размышления касаются и природного газа, но с учетом того, что программа социальной газификации продолжает реализовываться, хотя в моих глазах проект не блещет внутренней логикой, уж простите. Поясню. «Газпром» не является монополистом на нашем внутреннем рынке. Его доля около 60%. Остальное – это Роснефть, Новотек, Лукойл, набирающая объемы ЕТЭК, Якутская топливно-энергетическая компания, и целый ряд менее крупных компаний. Извините, а кроме «Газпрома», ЕТЭК и компании «Алросагаз»,
Кто-то еще у нас внутренние газопроводы строит? Не для того, чтобы подвести газ к месту его ожижения, а для электростанций, бизнеса, населения. Не думаю, что стоит скрупулезно анализировать якутские проекты. Боюсь, что с учетом площади этой крохотной республики статистика там получится невероятная. Что-нибудь около 100 километров новых газопроводов обеспечивает 100 тысяч кубометров сбыта в год. Всюду, кроме Якутии, вся программа газификации выполняется «Газпромом». Но подключение к единой системе газоснабжения происходит сразу, только для социальных, медицинских и образовательных объектов. От домовладельцев требуются деньги на проводку труб на участке и внутри дома, на газовый котел и далее по списку. При этом суммы набегают такие, что далеко не единичны случаи, когда те, кто не попадает под всевозможные льготные программы, предпочитают продолжать топить печку. Уже не вижу логики. Давайте еще и со стороны «Газпрома» на это посмотрим. Вот новые трубопроводы до очередного поселка. Вот новые газоперекачивающие и газораспределительные мощности. Деньги концерна в буквальном смысле этого слова закопаны в землю. А оккупация эти инвестиции будут только в том случае, если по трубам потребителям на радость побежит голубое топливо. Труба на границе участка – это не прибыль. Это просто омертвленное вложение и ожидание момента, когда владельцы дома наберут с зарплат, займут в банках под дикие проценты. Извините, а кто выигрыш-то? «Газпром» закопал деньги. Хозяева дома с немой тоской поглядывают на нарядную трубу у забора. Где логика? Не поверите, это победа наших антимонополистов, которые трепетно выращивают конкуренцию. Еще до начала большой программы газификации один из межрегионгазов выходил на руководство концерна с разумным, на мой взгляд, предложением. Предлагать потребителям полный комплект услуг. То есть не трубу у забора, а разводку труб внутри дома, газовый котел и газ сразу. При этом не за деньги, а по договору на 15-20 лет с минимальной наценкой к тарифу. Не нынешние 20%, а кратно меньше. Руководство оценило и даже попыталась вести переговоры с Федеральной антимонопольной службой. Но получили, хотел сказать грубое слово, отлуп, но в последний момент удержался. Отказ. 20-летний контракт превратит вас в монополистов. А что делать альтернативным поставщикам? Где конкуренция? Где этот бальзам на наше сердце? Но под эту программу концерн способен состыковать программу производства газовых котлов, другой газовой аппаратуры. А это новые заводы, новые рабочие места. Что? Вы еще и монополию на газовые котлы хотите получить? Да вы вообще с ума сошли? Ну, уважаемый ФАС, «Газпром» — государственное предприятие. Что именно вас не устраивает в том, что государство будет получать больше прибыли? Как что? Как-то что? Конкуренции не будет? И проект не прошел. Благодаря чему трубы у забора лежат не просто так, а в конкурентной среде. Извините, комментировать не буду. Все равно лучше Лаврова не получится. И даже если вы, уважаемые зрители и слушатели, видите несостыковку в моей логике, комментируйте, с удовольствием прочитаю. Тем не менее, несмотря на эти действия поборников конкуренции ради борьбы за конкуренцию, потребление газа в России растет. Не сказать, что стремительно, зато стабильно. В том числе и благодаря тому, что вот уже второй год российская промышленность демонстрирует более 8% роста производства сельскохозяйственных удобрений. А это уже совершенно другой подход к развитию газовой отрасли. Удобрение – товар более маржинальный, чем непереработанный природный газ. На этом рынке значительно ниже уровень конкуренции. Для транспортировки удобрений не требуются специализированные суда, как в случае СПГ. А спрос, растущий во всем мире, позволяет не обращать внимания на любые варианты рестрикций коллективного Запада. Темп роста последних лет, выбранный российскими производителями, тот, который не дает повода для снижения цены на мировом рынке. Поэтому, на мой взгляд, ситуация в этом секторе куда как более оптимистична, чем в трубопроводных поставках и в секторе СПГ. Глубокая переработка газа – это возможность задействовать производство еще нескольких групп товаров, которые способны выполнять все те же несколько задач. Увеличивать диверсификацию как внутренних, так и внешних поставок, создавать новые рабочие места, завершать программу газификации, причем не только населения, но и нашего транспорта. Правда, в направлении транспорта мы все так же не кулаком, а пятерней. Традиционные нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, метан, СПГ, электричество и до кучи голубой водород, который даже в Европе, где любят все голубое, так и не взлетает. Но это уж точно отдельная тема. Можете со мной не соглашаться, но право на собственное мнение я ведь имею. Так вот, я уверен, что для генерации энергии нужно по максимуму использовать тот энергетический ресурс, запасов которого у нас точно на несколько столетий – уголь. Не идти на поводу бесконечного сонма голосов, ратующих за тотальную декарбонизацию,
а сосредоточиться на том, чего уже смогли добиться в нескольких странах. Как минимум, выйти на тот же уровень, которого добились в двух крупнейших добывающих странах – в Китае и в Индии. Но, с вашего позволения, о технологиях чуть позже. Для начала я предлагаю оценить, какие положительные моменты можно получить, если заниматься угольной отраслью не в нынешнем режиме, а в осмысленном, добиваясь максимума пользы от самого распространенного в России энергетического ресурса. Нынешний режим, если коротко, добывай, обогащай, вези, продавай. Причем обогащай появилось относительно недавно. Да, у нас есть две крупные компании, которые уголь не только продают на внутреннем рынке и поставляют на экспорт, но и задействовали его в других направлениях своего бизнеса. Классика жанра – это, конечно, дуэт СУЭК-СГК, Сибирская угольная энергетическая компания, Сибирская генерирующая компания. СУЭК добывает, СГК использует на своих электростанциях. Объем добычи при этом кратно превышает спрос на электростанциях. СУЭК уверенно ведет поставки и на внутренние, и на внешние рынки. Еще более диверсифицирована схема работы Мечела. Подразделения холдинга добывают не только уголь энергетических марок, но и коксующиеся. Энергетические угли на собственные электростанции и на экспорт. Коксующиеся на собственные металлургические предприятия и тоже на экспорт. Северсталь тоже добывает уголь, но только для собственного производства, без экспортной составляющей. Возможно, такие схемы для всей нашей угольной отрасли, и выгодны ли они? Для начала просто факт. Китай за месяц добывает столько же угля, сколько Россия за год. Около 400 миллионов тонн. Годовой объем добычи в Индии добрался и преодолел планку в 1 миллиард тонн в год. Экспорт угля у них обоих равен нулю. И в угольной отрасли этих гигантов кризисов не наблюдается. Это не угольщики Индии и Китая зависят от мировых цен. Все наоборот. Уровень мировых цен зависит от угольной отрасли Индии и Китая. Чем выше внутренний спрос, тем меньше зависимость от волатильного мирового рынка. Чем выше внутренний спрос, тем больше шансов избавиться от убивающей нашу угольную отрасль монополию РЖД. Последние годы соотношение внутреннего спроса в России и объемов экспорта приблизительно одинаковое. Результаты мы наблюдаем. Убытки отрасли приходится считать в сотнях миллиардов рублей. Можно пытаться и дальше не мириться с этим фактом, но он упрям. Хотя, конечно, у нас уже появилась и успешно развивается компания, в одиночку этот факт почти переупрямившая – Эльгауголь. Убирая из нехорошей формулы один из самых негативных факторов – РЖД, Эльгауголь построила частную железную дорогу, вспоровшую Становой и Джукджурские хребты, и собственный угольный порт. Тот уникальный случай, когда частный бизнес добился того, что не смогла или не успела достичь даже советская власть. Фактически, БАМ получила новый выход на Тихий океан. Впервые в истории железная дорога напрямую соединила Якутию с Хабаровским краем. От станции Улак на БАМе через Эльгинское месторождение до порта Эльга у мыса Манорского на побережье Охотского моря с учетом разъездов более 1000 километров, которые дали Эльге уголь, то, о чем все остальные угольные компании России могут только мечтать. Полную независимость от РЖД со всеми ее прельстительными тарифами, с задержками составов и всем тем, за что мы нашу РЖД так любим и ценим. Но в бизнес-схеме нынешних владельцев Эльгауголь нет металлургического производства. Все 100% добываемого коксующегося угля премиум-класса уходят на экспорт. Поэтому еще две проблемы, и эта компания с себя снять не может. Хочется верить, что пока не может. Волатильность мировых цен и неизвестно от кого и от чего зависящий курс рубля по отношению к доллару. Мировой рынок за последний год дал минус 20% по ценам. Курс рубля плюс 20% к доллару. В результате рентабельность даже вот такого варианта угольного бизнеса улетела вниз на 40%. И это, обратите внимание, лучший из имеющихся результатов для всех наших экспортирующих угольных компаний, поскольку у всех прочих еще и бесконечный рост тарифов РЖД. Причем рост этот идет в подорожавших рублях. Можно хоть как-то снизить негативные факторы? Растут объемы торговли через железнодорожные переходы в Китай. Угольные компании сокращают маршруты, следовательно, сокращают расходы. Есть угольные компании, владеющие собственным вагонным парком. Это тоже дает определенную экономию. Но на этом варианты действовать в одиночку и заканчиваются. Для дальнейшего сокращения минусов требуется системная работа всего государства. А в сложившейся вокруг России обстановке ждать ее придется, к сожалению, долго. Развеселый оптимизм способны сохранять только неизвестные авторы энергетической стратегии 2050.
После того, как весело и с задором был приватизирован весь советский торговый флот, практически 100% морского экспорта угля Россия осуществляет на зафрахтованных у зарубежных компаний балкерах. Блистательное организационное решение вот уже 20 лет обеспечивает угольным компаниям сразу два результата: экспорт капитала на фрахт и на систему страхования, снижение прибыли и, самое важное и успешное, отсутствие дополнительной прибыли государственному бюджету. Строительство и ремонт грузовых балкеров могли и могут дать дополнительные рабочие места, дополнительный спрос, в числе прочего, на корабельную сталь, для производства которой потребовалось бы еще и дополнительные объемы спроса на коксующийся уголь. Мне просто лениво задавать дежурный вопрос: кому было выгодно уничтожение торгового флота? Буду просто надеяться на то, что рано или поздно он прозвучит на заседании сотрудников Следственного комитета. Просто фиксируем. Нашей угольной отрасли требуется специализированный морской флот, для создания которого требуется специализированная судостроительная верфь. Возможно, это за счет усилий частных угольных компаний? Непростой вопрос, поскольку есть несколько сложных моментов. Среди 180 угледобывающих компаний России государственный сектор равен нулю. Отрасль на все 100% частная. То есть в нем, если верить дятлам либеральной доктрины экономики, уже должны были самозародиться эффективные частные собственники. В теории. А на практике ни в одном глазу, поскольку до начавшегося кризиса отрасли алгоритм «добывай, обогащай, вези, продавай» срабатывал, пусть конечные прибыли и не были невероятно крупными. Очевидный признак этого – отсутствие хоть какого-то объединения частных угольных компаний, хотя бы в какую-то ассоциацию. В отрасли каждый сам по себе и сам за себя. Не видели и не видят угольщики необходимости объединять усилия, выстраивать долгосрочные программы развития. А создание судостроительного завода, создание собственного торгового флота – это ведь точно даже не на одну пятилетку. При этом со стороны глубоко уважаемого правительства никаких требований и предложений по изменению алгоритма ни разу не было. Причины? На мой взгляд, их две. Правительство устраивало негласный договор с угольными компаниями. Введите в бизнес, как считаете нужным, но будет недовольство сотрудников по уровню и своевременности оплаты труда, будут проблемы с социальной инфраструктурой в моногородах, мало точно никому не покажется. Второй момент. А вот какое из отраслевых министерств должно было бы обеспокоиться этим вопросом? Минэнерго? Но Минэнерго не отвечает за промышленное развитие. Минпром? Но Минпром не отвечает за добычу угля. Классический межведомственный проект, который при отсутствии сильных лоббистов у нас реализуется приблизительно никогда. Ну, а в нынешних условиях строить новую судоверфь или модернизировать имеющуюся за счет госбюджета, к сожалению, нереально. А судные проценты наших банков без валерьянки даже смотреть рискованно для здоровья. Но прежде чем ставить галочку, предлагаю зафиксировать вот какой момент. Перевозка угля – это суда всего нескольких типов размеров. То есть при правильно организованном производстве это конвейер, который позволяет снизить конечную стоимость. Стоимость будет еще ниже, если максимально полная производственная цепочка будет находиться в руках одного холдинга, как мы это наблюдаем на примере машиностроительного дивизиона Росатома. Грубо, если добыча железной руды, руд необходимых цветных металлов, добыча коксующегося угля, производство корабельной стали, движительно-рулевого комплекса находится под управлением материнской организации, то ее дочерние подразделения на полном юридическом основании не платят НДС за каждый вид оборудования. А в этом случае поставленная галочка может, как ни удивительно, оказаться востребованной, причем в самое ближайшее время. Еще один негативный момент, касающийся нашей угледобывающей отрасли. Традиционно одно рабочее место в самой добывающей отрасли обеспечивало до 8 рабочих мест в смежных отраслях. А у нас в последние годы этот множитель с трудом преодолевает троечку. Последнее системное исследование зависимости от импорта в нашей угледобывающей отрасли было проведено в самом конце 2021 года. И числа совершенно не радовали. Зависимость от импорта по ГШО, горно-шахтному оборудованию, 64%. Зависимость от импорта по карьерному оборудованию – 81%. Впрочем, последняя циферка достаточно условна. Там у нас БелАЗ. И в этом одном белазном лице более 15% зависимости. Но опять же, характерный пример. Проект «Сыродосай» компании «Северная звезда». Если кто-то вдруг не гостил на берегах чистой, как слеза ребенка, речки Сыродосай, то напоминаю, она впадает в Енисей, аккурат между Дудинкой и Диксоном.
На учете в ГКЗ, Государственном комитете по запасам, 5,8 миллиардов тонн коксующегося угля неглубокого залегания. Добывать можно карьерным способом. Проект Средосая был одобрен госэкспертизой еще в 2021 году. В числе прочего, будет построен новый речной порт Енисей. Плановый объем добычи 12 миллионов тонн в год, плановый объем готовой продукции после обогащения 10 миллионов тонн в год. Весомый вклад в грузооборот по Севморпути. Так что проект значимый не только для компании «Северная звезда», для Красноярского края, но и для всей России. Комплексный заказ на все необходимое оборудование и технику был сделан в Штатах. Нет, не из-за преклонения перед Западом, а по куда как более приземленной причине. США – это очень серьезная угольная держава. Напомню, что по доказанным запасам угля они занимают первое место в мире. Потому вот такие комплексные заказы для американцев вполне привычное дело. Далее последовал февраль 22, проект ушел влево по известным причинам. В открытых источниках информацию о проекте «Средосай» по минимуму. Но точно известно, что только на то, чтобы разместить заказы внутри России, у «Северной звезды» ушло больше 2 лет. Окошко, за которым спрятана единая касса, в России отсутствует, что приводит к потере времени и росту стоимости полного комплекта оборудования, о котором нужно договариваться в индивидуальном порядке на паре-тройке заводов. Да, опять же для галочки. Импортозависимость по горно-шахтному оборудованию после весны 2022 года у нас снизилась. Снизилась, потому как на немалом количестве этого оборудования имеются шильдики с названиями производителем. Донецкий машиностроительный завод, Янакиевский машиностроительный завод. Статистика 2021 года уверяла, что это где-то на какой-то Украине. Такие вот блинные были времена. Так или иначе, но, как и в случае со специализированным торговым флотом, реформа, модернизация производства оборудования для угледобывающей отрасли – проект долгосрочный и непростой, поскольку не только ломать не строить, но и строить не ломать. Мне кажется, что описанные 2 направления модернизации добывающей угольной отрасли необходимы, как и поиск новых вариантов строительства железных дорог, не зависящих от РЖД. РЖД, конечно, государственная компания, но ее интересы прямо противоположны интересам угольной отрасли, доказано практикой последних лет. При условии, что перевозка угля обеспечивает самый большой объем услуг РЖД, эта компания делает все, чтобы угля на ее путях стало как можно меньше. Слишком дешевый груз, на нем много не заработать. Правда, за этот же временной промежуток РЖД не продемонстрировала никакой альтернативы. Объем грузоперевозок снижается и по всем остальным категориям товаров. Но, как принято говорить в интернете, это другое. Можно ли это изменить, лично я понятия не имею. До той поры, пока главная задача даже наших государственных компаний – получение прибыли, а не государственная, системообразующие интересы, вряд ли. Это в годы исторического материализма. Железная дорога была способом обеспечить связанность нашей огромной страны. А сейчас важнее прибыль, дивиденды, котировки акций и вот это вот все. Существенной и сугубо рыночной альтернативой диктату РЖД может стать только речной транспорт, грузоперевозки при помощи которого после существенного прошлогоднего роста составляют уже чуть ли не 5% от всего нашего грузооборота. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что для развития речного грузооборота жизненно необходимы искусственный интеллект, роботизация, цифровизация, центры обработки данных и улавливание углекислого газа с одновременным производством водорода. Без этого строить речные баржи, типовые танкеры класса «Река-море» и буксиры просто невозможно. А про дноуглубительные работы и говорить не приходится. Это ж надо уметь экскаватор на баржу поставить. Это не какая-нибудь там атомная энергетика. Тут без 2-3 высших образований, а еще лучше кандидатских и докторских диссертаций, вообще не обойтись. То, что реки России всегда были главными транспортными и торговыми артериями, что по рекам шло освоение наших огромных пространств, это все было давным-давно. Теперь это уже легенды. К тому же освоение рек – это чрезвычайно, невероятно, непереносимо сложно. Боржа, как много в этом звуке. Так писал когда-то поэт, хотя с моим антижурналистским образованием я могу еще и путать. Нет речных перевозок, некому следить за руслами рек, за дноуглублением. Бизнесу, эффективным частным собственникам это не требуется, поскольку куда как проще рассказывать о проблемах, создаваемых РЖД. После экологической катастрофы из-за того, что утонули 2 50-летних танкера с мазутом, казалось бы, пора задуматься. Но потребовалось вмешательство первого лица государства, чтобы многоуважаемое, чрезвычайно трудолюбивое Министерство транспорта изволило провести технический аудит имеющихся наличия речных танкеров. И что? Была предложена программа развития речного транспорта? Еще чего. Это каждый может. А вот наш мудрейший Минтранс
намеревается создать Национальный фонд ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов. Согласно законопроекту Минтранса, который уже опубликован на портале правовой информации, Национальный фонд будет формироваться в том числе за счет аварийно-спасательного сбора с перевозчиков нефти и нефтепродуктов на основе объема груза, маршрута танкера и возраста судна. В случае принятия инициативы разработка нормативно-правовой базы и корректировка существующей должны быть завершены к 4-му кварталу 2026 года. Гениально, что сказать. Не сделать более жесткими требования к эксплуатации судов, к работе капитанов портов, не изменить систему страхования судов, не задуматься на основании аудита о том, что флот пора омолаживать. Министерство транспорта, подчеркиваю, транспорта, желает создать фонд для ликвидации последствий. Причину устранять даже не будем пытаться, а вот на ликвидацию последствий денег надо собрать, да побольше. Министерство транспорта будет собирать деньги для решения возможных экологических проблем. Это логично. В России ведь нет Министерства природы. Кому еще беспокоиться, как не Минтрансу? Правда? Сразу приношу извинения, но я вот вижу ровно одно. Одна вечная проблема России пытается решить проблемы второй вечной проблемы в своем фирменном стиле, привычном и родном для всей нашей первой проблемы. Впрочем, в какой уже раз убеждаюсь, что лучше Лаврову мне все равно не прокомментировать. Роскомнадзор запрещает. Нет личных грузоперевозок, некому следить за дном углублением и за системой гидротехнических сооружений. Проблема подтопления и наводнения с каждым годом становится все острее. А монополия РЖД со всем, что из-под вагонных колес вылетает, все абсурднее. Еще раз извините, но если вы хотите играть в капитализм, напрягитесь и создайте конкурента РЖД. Речной транспорт – реальный конкурент. Если в Минтрансе помрет медведь, и оно вдруг задумается не над борьбой со следствиями, а над купированием проблем. В начале весны этого года о необходимости восстановления речного грузового транспорта с высокой трибуны впервые заговорил глава морской коллегии России Николай Платонович Патрушев. И я очень надеюсь, что его интерес к этой важной теме был не случайным. К сожалению, то, что разумная инициатива от Министерства транспорта ждать, совершенно очевидно. Фонд ликвидации последствий разливов нефти – это гениально, поскольку позволяет год перекладывать бумаги, разрабатывая жизненно необходимое именно этому ведомству нормативно-правовую документацию. Обязательно попрошу наших монтажников вывести на экран портрет Сергея Викторовича вот на этом моменте. Мы насчитали уже 3 стратегические направления, которые могли бы оздоровить, привести в порядок, сделать драйвером экономики нашу угледобывающую отрасль. Специализированный морской флот балкеров, восстановление собственного угольного машиностроения, восстановление речного флота и грузооборота. Именно стратегических, поскольку частные угольные компании, какими бы крупными они ни были в одиночку, это вытянуть не могут. Как не вытянет этого в гордом одиночестве правительство. Бюджетные выливания, если таковые состоятся, должны иметь пусть долгосрочные, без спекулятивных излишеств, но гарантированные сроки окупаемости. Именно правительство, поскольку каждое из записанных стратегических направлений имеет четко выраженный межведомственный характер, как минимум Минэнерго, Минпром, Минтранс, хотя при этом становится видна еще и нависающая грозная тень Минфина. Иногда вспоминаю, что у нас есть еще Министерство экономического развития, неистово разрабатывающее прогнозы разных сроков длительности. Но какова его роль в нашей экономической жизни, лично для меня тайна велика есть. Как-то раз даже сделал попытку оценить, насколько точны эти прогнозы. Но быстро убедился, что у Вильфанда получается лучше. Потому и бросил это занятие. Если кто-то из вас, уважаемые зрители и слушатели, возьмет на себя труд в комментариях пояснить функции этого ведомства, в чем его ценность и значимость, буду премного благодарен. Но все перечисленное касается только экспортной направленности нашей угольной отрасли. Причем прошу обратить внимание, что речь только о поставках за рубеж миллионов тонн первичного энергетического ресурса с минимальной обработкой, с обогащением. Без главной составляющей, которая зависит только от финансово-экономического блока правительства, зависимость от волатильности цен мирового рынка и постоянных колебаний курса рубля к доллару никуда не исчезнет. Позволю себе повторить сочиненное самопальное определение экономического суверенитета России в том, что касается международной торговли. Для меня это положение, при котором российские товары торгуются в российских рублях на российских товарно-сырьевых биржах.
котировки на которых разрабатываются российскими рейтинговыми агентствами, после чего поставляются эти товары покупателям на торговых судах, построенных на российских верфях, ходящих по морям со страховыми полисами российских страховых компаний и, разумеется, под нашим государственным флагом. Цель тоже отнюдь не близкая. Но я как-то вот не понимаю, по каким именно причинам ставка налога на добычу полезных ископаемых для угля, добываемого в России, рассчитывается на базе стоимости эталонного австралийского каменного угля при условии отгрузки на борт в порту отправителя. Товарищ майор, раз-раз, не даст соврать. Я изо всех сил обожаю и уважаю наше драгоценное Министерство финансов и на 146% уверен, что так и надо. Я всего лишь хотел бы услышать ответ на вопрос, а почему? Каковы причины вот такого замечательного и прекрасного решения? И, конечно, я беспокоюсь, все ли в порядке со слухом у уважаемых сотрудников уважаемого Минфина. Могут ли медики помочь им услышать слова президента России, или все совсем плохо? Но, вне всякого сомнения, я твердо убежден, что Австралия и Кузбасс, Австралия и Якутия, Австралия и Красноярский край – близнецы, братья. Ведь так сказал Минфин. Уверен, что и все вы, наши зрители и слушатели, имеют точно такое же мнение, правда ведь? Климат и геология, логистические условия у нас с Австралией совпадают настолько точно, что вот-вот по Хакасии начнут бегать стаи кенгуру, а по той самой речке Средосай, которую я вспоминал, будут резвиться ехидны с утконосами. Дорогу осилит идущий. Может, стоит рискнуть сделать хотя бы первый шаг? Но еще раз повторю, все перечисленное относится к долгосрочным проектам. Хотя это, конечно, не снижает их значимости. Реализовать их можно только при очень серьезных организационных усилиях. И главное условие, если наша система государственного управления прекратит слепо следовать чужим канонам и начнет думать самостоятельно, отдавая себе отчет в том, что чужие рецепты нам принципиально не подходят. Россия – это не просто самая большая страна планеты. Только у нас Заполярье обитаемо на постоянной основе. Только у нас плотность населения населенных пунктов, промышленных объектов на восток от Урала в разы ниже, чем на европейской части страны. Ниже плотность транспортных магистралей, ниже плотность электрических сетей, критичнее зависимость от суровых зимних погодных условий. Но именно там, на востоке страны, становятся максимально близкие рынки стран с максимальным темпом развития. Рецепты Бенилюкса, Франции с Германией не для нас. Даже те пути развития, которые присущи Финляндии, Канаде и Норвегии, тоже не для нас, поскольку в этих северных странах, на широтах, где мы живем и здравствуем, в том числе и в городах с населением выше сотни тысяч человек, кроме немногочисленных коренных народов Севера, у этих стран никого, никакой промышленности. Хотим развиваться, должны иметь смелость думать самостоятельно, без оглядки на многочисленных заморских мудрецов. Что-то я расфилософствовал. Сдавайте назад, к углю дедушки. Дедки его, нефть-матушка и газ-батюшка, ребята задорные, но как же мы без дедушки-то? Размышления о том, каким образом можно избавить нашу угольную отрасль от слишком сильной зависимости от изменений мировой конъюнктуры, дают ровно один вывод – снизить объемы экспорта за счет увеличения внутреннего потребления. Причем потребление такого, которое не только обеспечит диверсификацию самой угледобывающей отрасли, но и при этом, как минимум, сохранит, а лучше повысит ее рентабельность, но еще и обеспечит дополнительный рост всей нашей экономики. Глубокая химическая переработка углей разных марок – безусловно, выигрышный вариант, поскольку маржинальность растет кратно, при этом кратно снижаются вес и объемы конечной продукции. Чем тащить из Кузбасса километровой длины составы с углем, куда как проще доставить своим и зарубежным потребителям пару-другую цистерн. Это если совсем утрировать. На всякий случай, сугубо справочно. Вот так выглядит список основных направлений углехимического производства в мире. Ну и тут есть свое «но», которое проще пояснить на примере. С весны этого года китайская корпорация CHN Energy ведет переговоры с Министерством промышленности Казахстана, стремясь к финализации сделки по приобретению долей в угледобывающих компаниях Шубарколь Камир и Шубарколь Премиум и реализация проекта строительства на базе месторождения Шубарколь завода по производству аммиака и карбамида с планируемым объемом инвестиций в 4 миллиарда долларов США, из которых 2,5 миллиарда инвестиции в само углехимическое производство. Шубаркольское месторождение, кратко, свыше 1,5 миллиардов тонн промышленных запасов каменного угля марки «Д» длиннопламенного
Планируемая полка добычи казахстанских компаний до 10 миллионов тонн угля в год. Таких месторождений угля в России есть. Да и, собственно, вовсе не обязательно, чтобы источником сырья для переработки обязательно было одно месторождение. А вот $2,5 миллиарда на инвестиции в создание завода в отрасли просто нет. Запретительные ставки кредитов в наших прекрасных банках тоже не вариант. При этом, как ни грустно, собственных технологий глубокой переработки угля у нас или нет, или в лучшем случае их разработка началась совсем недавно. Требуется научно-исследовательский опыт конструкторские работы, а это годы и деньги до промышленного уровня. Пойдет на это наш частный бизнес в условиях кризиса? Риторический вопрос получился, тем более, если учитывать, что китайские углепереработчики на стартовом этапе опирались именно на государственную поддержку. Единственное исключение на день сегодняшний – коксовые батареи от Гипрококса, Коксохиммонтажа и Уралхиммонтажа, которые отлично зарекомендовали себя на Распадской Кокс Евраза, на коксохимическом заводе «Череповец» Северстали и на Мечел Кокс, соответственно. Конечно, не ThyssenKrupp угля, но качество полностью соответствует международным стандартам. Но с переработкой каменноугольной смолы, которая образуется при коксовании, уже сложнее. КПД установок фрикционной перегонки смолы от Гипрококса на уровне 75%, а китайские специалисты уже догнали немцев с их КПД в 90%. Но это, конечно, совсем уж отдельная и не просто большая, а огромная тема. И если касаться незабвенной темы про юру и полимеры, то напомню, а то ведь многие забыли, что готовый кокс, а не коксующийся уголь, уже освоен в России и поставляется на экспорт просто списочком. Евраз, Распадская Кокс. Объем производства около 4,5 миллионов тонн в год. Череповец, Северстали, 4 миллиона тонн в год. Мечел Кокс, 3 миллиона тонн в год. Алтай Кокс, компания СДС Уголь, 2,5 миллиона тонн в год. Коксохим Пермь, 1,8 миллионов тонн в год. Почему это заслуживает внимания? Простенькая такая причина. Стоимость готового металлургического кокса выше стоимости коксующего угля в 2-3 раза. Без спешки развивается и переработка каменноугольной смолы. На Северстали, на Мечел Кокс и на Алтай Коксе. Этой каменноугольной смолы при коксовании образуется как бы немного. Всего 4-6% от массы угля. Но получаемое на выходе, к примеру, бензол – это $1000 за тонну. Нафталин – $750 за тонну. И это продукция из отходов, которая без переработки приходится захоранивать. Прибыль Северстали Кокс после того, как она проинвестировала в переработку смолы, выросла на 40%, заодно надежно диверсифицировав производство. Кокс – это металлургическая компания, продукция переработки каменноугольной смолы – химическая компания. Мелочь. Я понимаю, что ориентироваться на Китай с его добычей 4,5 миллиардов тонн угля в год – дело неблагодарное. Но в углехимию он направляет вот уже более 250 миллионов тонн угля в год. Это еще одна причина того, что про возможность кризиса в угольной отрасли в Поднебесной никто и подумать не способен. Вывод. Если без излишней политкорректности, единственный вариант для оперативного развития углехимических проектов выбора у нас в режиме «вот прямо сейчас» просто нет. На поклон китайцам. Куда как менее оперативная, но с точки зрения государственных интересов, тщательная разработка соответствующей государственной программы. Не Филькиной грамоты по образцу и подобию какого-нибудь Минэнергостратегии, а реальные программы действий. Я даже не побоюсь произнести страшное слово «план». Какие научно-исследовательские институты и как должны быть поддержаны? Какие производственные предприятия должны будут стать опорными для производства соответствующего оборудования? Какие специалисты потребуются от систем высшего и среднего специального образования? И, разумеется, в этом направлении необходимо либо тесное сотрудничество государства с частными угольными компаниями, либо, простите за цинизм, использование момента и уверенной национализации всех тех угольных компаний, которые вынуждены будут уйти на банкротство. Отсутствие государства в угледобывающем секторе было стопроцентным выполнением всех положений либеральной экономической доктрины. Вот только я совершенно не уверен, что полученный результат устраивает Россию с точки зрения государственных интересов. Развитие собственной химической переработки угля – это снижение зависимости от мировых цен на сам уголь. Это новое производство, новые рабочие места. Это совсем другая рентабельность. И в комплекте возможность активнее задействовать месторождение бурого угля. Он дешев, поскольку теплотворная способность у него низкая, а азотность высокая. Но после химической переработки это метанол и аммиак со всей последующей цепочки азотных удобрений вплоть до карбамида. И это олефины, то есть этилен, пропилен и бутилен с их средними экспортными ценами около $1000 за тонну. Надеюсь, что сегодняшний беглый обзор угольной отрасли, даже если не показался интересным,
Зато достаточно наглядно показал. И перспективы в России в развитии отрасли имеются, и, как неудивительно, современные высокие технологии для угля весьма и весьма востребованы. Но сегодня получилась только разминка. Продолжением будет описание угольной генерации энергии, как электрической, так и тепловой. В качестве анонса угольная генерация требуется, в числе прочего, и для активного развития такого модно-современного и даже молодежного направления, как искусственный интеллект. Постараюсь доказать, но уже точно не сегодня.